Привет, друзья гурманов! Сегодня мы будем с вами готовить правильный крем, заварной крем для моего самого любимого десерта Наполеон. Весь залог успеха этого десерта заключается в правильном креме, который мы сегодня с вами научимся готовить вместе. Что нам для этого понадобится? Молоко литр 125 грамм, сахар 225 грамм, желтки 160 грамм или 7-8 штук, так для ориентира вам. И, конечно же, мука всего лишь 113 грамм. Сейчас идем ставить молоко греть. У нас есть модная индукционная плита, вы помните? Это же сладкий храм, ребята! Ставим молочко греть. Молоко мы просто должны довести до кипения и отставить его. Мы его заберем с собой, когда уже у нас будет взбито желтки сахаром до бела. Что ж мы делаем? Мой самый любимый процесс в этом сладком храме, когда есть определенный момент, знаете, в технологии надо взбить. А как взбить? Есть, конечно, два мощных у нас миксера, но это не тот случай. Сегодня у нас ручная работа, и мы будем это все дело взбивать вручную. До бела. Засыпаем сначала сахар. И начинаем быстро его взбивать, чтобы, не дай бог, желтки у нас не кристаллизовались такими желткими комочками, знаете, желтыми комочками. Это нам не нужно. Потому мы взбиваем его до бела, почти уже готово, но надо еще. Самое главное, крутим в одну сторону по часовой. Вот оно какое должно быть. Это буквально 30-40 секунд ваших усилий, интенсивного помешивания, можно добавлять уже муку. Здесь надо уже поаккуратнее, понежнее, а то весь сладкий храм будет у нас в муке. Если вы такой же сладкоежка, как я, то вы просто обязаны готовить вместе со мной по моим рецептам. Появились первые бульбашки, значит, наше молоко вот уже закипит, и можно его забирать. Готово. Ребята, очень важный момент. Зафиксировал на влажной тряпочке миску. Вот наше горячее молоко. И теперь аккуратненько начинаем по чуть-чуть вводить и размешивать. Чтобы оно у нас не заварилось одним комком. Потренируем желтки, так называется этот процесс. Чтобы они от перепада температуры не свернулись в хлопья. Потом мы по чуть-чуть добавляем. Потренировали желтки, и можно уже более смелее добавлять остаток горячего молока, кипяченого. Сотейник наш далеко не убираем, потому что мы сейчас хорошенечко тут все перемешаем и вернем нашу массу в сотейник и продолжим его варить до появления первых бульбашек. Вот закипело, пару раз булькнуло, и все у нас готово. Консистенция пока у нас жиденькая, но она будет густеть по мере заваривания. А сейчас пойдем заваривать. О, смотрите, какой он густенький стал. Ой, булькнуло или мне показалось? А ну. Давай еще чуть-чуть. О, забулькало. Уменьшаем температуру, как забулькало, еще буквально минуточку, и все, готово. Итак, девочки, вот наш крем, который мы с вами уже подварили немножко. Что дальше нам надо сделать? Добавляем 200 грамм сливочного масла и хорошенечко это дело вымешиваем до однородной консистенции. Пока мы вымешиваем масло, надо добавить 10 грамм ванильного сахара. 10 грамм ванильного сахара, чтобы он у нас был ароматненький. Ох, как запахло в моем сладком храме. Ой-ой-ой. Масло растаяло уже. И посмотри, какой он шелковый становится у нас, видишь?
Божественный крем, просто. Что самое главное, этот крем можно использовать не только в Наполеон, но и в десерт, который называется шу. А шу у нас будет в следующем видео, так что подписывайся, ставь лайк, колокольчик, все дела. Не пропускай мои сладкие видео. И обязательно сгущенка. Самый любимый ингредиент моего детства, сгущеночка. Целых 100 грамм. Шелковый, мягенький, вкусненький, ароматный крем. Правильный, что самое главное. Божественный десерт получится у нас. Накрываем наш крем пленочкой в контакт, чтобы он у нас не обветривался. И отправляем охлаждаться до комнатной температуры. И только потом мы будем готовы перемазывать наши коржи и собирать Наполеон. Собрали со стенок драгоценный, вкуснейший крем. Лизнешь? А я да. Я не могу просто, понимаешь? Почему я такой большой, как ты думаешь? Потому что я пришел в кондитерский цех. Это ужас. Остановите меня! В контакт. Пленочка. Для чего это делается? Чтобы наш крем не обветрился, не покрылся такой ненужной нам корочкой. Обязательно в контакт. Закрываем его. Чтобы он не покрылся корочкой и все было у нас как у настоящих кондитеров. Да-да. Постоял и остыл наш вкусный крем. Вот такой он классный. И сейчас будем перемазывать коржи. Слой за слоем. Посмотрите, какие коржи у нас отличные получились. А как делать коржи, какая пропорция, как выпекать, как раскатывать, смотри в другом видео, будет подсказка. Первое, что мы должны сделать, это надо промазать нижний слой, застелив пищевую пленку, чтобы у нас крем распределился правильно со всех сторон на коржах. Выкладываем нижний слой, немного придавливая. Если у вас вдруг поломался корж, не страшно. Волшебный крем сделает свое дело. И еще раз, прям 2 столовые такие хорошие ложечки, и распределяем наш крем. Мне не хватило. Я люблю, чтобы он был хорошо пропитанный, много крема. Друзья гурманов, смотрите, что у нас получилось. Все слои перемазаны вкусненько, ровненько уложены. Для чего мы смазали нижний слой? Когда он у нас пропитается, и надо будет уже вытряхивать его из формы, мы его переворачиваем, и нижний слой, который мы смазали, получается он сверху. Равняем лопаточкой и обсыпаем крошкой. А крошка из этих же коржей, а как делать коржи будет в другом видео, подписывайся, не пропустишь. Вот такая красота у нас получилась после небольших стараний. Очень вкусный, мой самый любимый десерт. Ребята, подписывайтесь, не забывайте ставить колокольчик, лайк, комментарий, чтобы не пропустить следующее мое сладкое вкусное видео.